Всем привет, мои любимые ребятки. Это Данька Зевс. Мы находимся на карте Де Инферно. У нас все хорошо. Эм, Я такую вот начинаю вести новую рубрику, ребят, которая, скажем так, называется «Как стать профессиональным геймером». Э, И в каждой рубрике у нас будут идти вот такие вот уроки, в которых я буду рассказывать, учить там всяких фишечкам, всяким раскладикам в Counter-Strike и, скажем так, вне Counter-Strike, вне игры, но то, что связано с этим, с жизнью, может быть, геймеров. Сегодня у нас в программе, ребят, поговорить о банальной, но важной вещи. Это как тренировать стрельбу в CSGO. Все-таки мы об этом уже много раз говорили, но давайте освежим мозги по этому поводу. И второй раздел это какие основные пункты надо развивать в игре для улучшения своей индивидуальной игры, для того, чтобы действительно стремиться к тому, чтобы стать тем самым профессиональным геймером. Также мы будем затрагивать какие-то жизненные моменты. К примеру, в начале урока я бы хотел вам сказать, что мы вчера играли шоу-матч с поляками. Многие из вас его видели, где, к сожалению, проиграли. Вот. Могли потащить, должны были выиграть Инферно. Сами видели, вели 14-9, проиграли 16-14. В целом, ребят, не расстроены. Для нас это проверка была с разных сторон перед главным турниром, к которому мы готовимся, к мажору. И мы увидели свои ошибки, мы увидели свои недостатки, и мы знаем сейчас, над чем нам надо работать. У нас была небольшая проблема, в первую очередь, в какой-то вот командном понимании, в командных действиях и так далее. Не могу сказать, что там в индивидуальных, там или еще что-то. Гвардиан вообще божил, все карты отыграл просто нереально, что на ХЛТВ писали, что он там читер. Но самое главное, это то, что мы для себя сделали выводы и будем работать дальше. Поэтому я видел, некоторые писали какие-то плохие комментарии. Ребятки, не заморачивайтесь. Ну, мы проиграли достойному сопернику. В принципе, Снакс показал, что он в форме на Мираже в пистолетах за контров. Вот. Хотя могли выиграть и Мираж. Но мы сейчас работаем по новой, тренируемся по новой системе. Вот поэтому время еще есть, будем работать дальше. А мы движемся дальше. Итак, поехали. Значит, как, ребятки, тренировать стрельбу? Самое главное для нас понять, это то, что мы должны это делать систематично. То есть у нас должна выработана быть система, и мы должны это делать всегда стабильно, чтобы понять, как действительно правильно это или неправильно, работает это или нет. Начнем все это дело с дезматча. К примеру, вот я на протяжении уже 10 дней стабильно играю на дезматче. Лично я для себя заметил, что моя стрельба улучшается. Как я тренируюсь? Я делаю для себя все очень просто. Я веду, во-первых, статистику на картах. То есть я смотрю фраги по соотношению к смертям. И не всегда это делаю. То есть в основном я так веду себя, но иногда бывает я включаю музыку и захожу просто размяться. То есть я не тренирую стрельбу, я просто захожу почувствовать сенсу, просто размяться. Для того, чтобы полноценно тренироваться, именно я выключаю обязательно музыку. Я должен слушать звуки в игре, где что, кто появился. Потому что вот когда ты играешь без звуков, тебя часто начинают глушить в спину, в бок и так далее. То есть для этого мне нужно понимать полная ориентация на карте. При этом я веду для себя в такой момент статистику. Я смотрю соотношение фрагов. То есть, к примеру, сегодня я сыграл, у меня было 1 там, к 2, допустим, 200 фрагов, 100 смертей. Завтра я сыграл вот так вот, послезавтра так вот. Но основной как бы вывод я должен делать не тогда, когда у меня, знаете, есть бывает игра А и игра Б. То есть игра А, когда я прям у меня все залетает, я чувствую силу. И игра Б, когда у меня плохое там настроение или самочувствие, либо еще что-то, и мне что-то не получается нифига, и я там такой начинаю разочаровываться. Часто спрашивают ребята, вопросом задают, да, что делать, когда
Вот ни хера не залетает, такое ощущение, что я стал нубом за один день. Нет, ребят, у всех такие периоды, конечно же, бывают. Вот я делаю уже анализ по поводу своей игры, улучшилась она или нет, когда проходит там 4-5 дней, в которых я стабильно тренируюсь. К примеру, как я тренируюсь? Я беру калаш и беру, допустим, тег. И стабильно бегаю, вот 80, допустим, там 75% я бегаю с калашом, да, то есть работаю на карте. И 25% могу вообще все время переключать, бегаю с тегом. То есть я на разных дистанциях, неважно где, как, я просто бегаю и тренирую вот эти девайсы. Потом, это одну карту. Следующую карту, допустим, сделал небольшой перерыв, я беру кольт, беру, допустим, 5-7, либо CZ-шку, да, в зависимости от того, кто с кем играет, с чем играет, и бегаю с этими девайсами. Также по отдельности стараюсь тренировать пистолеты. Там, УСП, там, или там по 2000, там, тот же, тот же Глок и так далее. Соответственно, таким образом, я спустя 5-6 дней, когда я чувствую, что у меня все хорошо, когда я чувствую, что я нормально играю, я сосредоточен, вот тогда я могу уже сделать действительно вывод в отношении, по сравнению с тем, как у меня улучшилась игра или нет и так далее. Вот. Поэтому это то, что я делаю на дезматче. Таким образом, я тренирую стрельбу на дезматче. Вторым моментом я, как тренируюсь в свою стрельбу, это с ботами. Я захожу вообще на АИМ карту. На АИМ карте можно тренировать два варианта. Либо с кем-то, с игроком, да, либо с ботами. Я захожу, бывает, когда не хочется ни с какими игроками играть, я просто спокойно, не напрягаясь, посидеть и просто подстреливать жбаны именно вот этим вот батылом. Я захожу на АИМ-карту, АИМ-карт много классных и тренирую там стрельбу с батылами. Вот, набиваю под 1000 фрагов, ребят. 1000 фрагов я сижу и все время тудух. Бывает спрейчик, накидки, бывает по патрончику как скрим. То есть вариантов, какие стили стрельбы мы уже используем, это все зависит от нас. Главное почувствовать для себя движение, сенсу, накидки. То есть это основное, то, что мы должны в этот момент почувствовать. После того, как играете с ботами, почувствовали, размялись, можно заходить на дезматч и добивать стрельбу уже жесткой такой игрой, уже, где вы уже жестко размялись. Вы там будете сразу чувствовать прилив силы, прилив хедшотов. Вот, для нас это, естественно, важно. Собственно говоря, и последний раздел, в котором я тренирую еще стрельбу, это когда мы, допустим, заходим своими ребятами, там, к примеру, делимся старички на молодежь, я с Ваньком, Эдвардом против Флэми с Сейзадом, и мы на АИМ-карте начинаем друг против друга жестко лупасить, там, например, у нас есть игра, кто набьет первым определенное количество фрагов, 100 или 200. И вот мы начинаем херячить. Жесткие у нас, конечно же, баталии идут в этот момент. Когда-то мы даже использовали систему, что мы играли на этих АИМ-картах и победителю делали просто приз символический. То есть это тоже очень неплохо. В следующем уроке мы поговорим, как тренировать своих тиммейтов, будучи капитаном, какие можно использовать такие системы для тренировок. Это будет одним из этих пунктов. Ну, это основное, ребята, что я хотел вам рассказать по стрельбе. Конечно же, будем говорить и в следующих уроках о стрельбе, но сегодня мы закончим пока что на этом. Поехали дальше. Теперь, какие, ребят, основные пункты надо развивать в игре для улучшения, да, для развития своего индивидуального скилла. А на самом-то деле, ребят, вы можете записывать. Этих пунктов не так уж и много. Ребят, первый мы уже перечислили. Это, конечно же, стрельба. Второй, ребят, это гранаты. На каждой карте, если вы хотите быть настоящим профессионалом, вы должны знать и уметь пользоваться гранатами. Знать фишечные гранаты, знать стандартные гранаты, какой-нибудь там уметь кидать там смачок там на 4. Как это делать? Вы заходите на пустую карту, вы прописываете СВ
гранат траектории 1, он по дефолту стоит 0, и у вас появляется вот такая вот зеленая штучка. И по ней вы уже можете ориентироваться, какую, куда гранатку. Смотрите, так, кинул вот так, она полетела вот по такой траектории и взорвалась здесь. Красненьким отображает, обо что она ударилась и где она в итоге взорвалась. То есть все, мы можем кинуть четкий смачок на 4. И так мы тренируем все гранаты, разные молотовы, как он летит. Так, кидаю молотов. Смотрим, где он взрывается. Так, вот тут уголочек не горит, значит, это молотов неправильно. Когда мы хотим поиграть миксами, когда мы играем миксы, заходят чуваки к нам на сервер, то мы, естественно, можно сразу понять, профессиональный игрок, насколько у него имеет запас какого-то скилла идет, да, как и минимум по тому, как он кидает гранаты. Поэтому гранаты, ребят, это очень важный раздел. Естественно, гранат очень много, вам нужно все время их тренировать на разных точках, фишечные, туда-сюда, там стал. Как вообще мы выбираем? То есть мы либо в какой-то пиксель целимся, либо смотрим, к примеру, вот по руке, видите, вот левая рука, как она, где пальцы находятся, где они в этот момент должны находиться, именно фиксируем это место и кидаем вот такой смог, который четко летит у нас и должен, допустим, перекрыть, вот, допустим, вот эту территорию. И вот мы таким образом этого чувака отсекаем такой гранатой. Там, или смотрим, там, ну и так далее. Да? То есть, вот, допустим, целимся вот сюда, просто прицелом. Нам не важно, где находятся пальцы внизу, обратите внимание. Нам важно, где находится прицел. Вот по таким примерным моментам мы можем определить, вот, и кидаем смог на 5, который отсекает вот эту территорию. Как нам кидать гранаты? Также кидаются, ребят, флешки. Сложные гранаты считаются, которые кидаются либо с прыжка, либо не с места, да, либо там с шага. Вот, естественно, все это надо тренировать. Итак, стрельба, гранаты. Движемся дальше. Следующий, ребятки, раздел это что? Правильно, это инфа. Ребят, информация, как мы воспринимаем и как мы подаем информацию на карте. Для того, чтобы быть профессиональным геймером, опять-таки, можно сделать сразу вывод, играя с человеком первый раз, какого он уровня игры, потому как он дает инфу. Когда мы, естественно, бежим и начинаем играть матчмейкинг с чуваками, он бежит, банан, это... Был банан, был. Да, то есть он не понимает, что ему говорить вообще, что происходит. Ну, то есть какой-то кошмар в голове происходит, да. Естественно, это сразу понимаешь, что чувак не скилловый. Когда чувак бежит, имеет хороший скилл, он уже привык играть, да, то есть он уже дает инфу, играл с какими-то профессиональными чуваками, он знает, что нужно делать. Он будет бежать с респауна, все обговаривается изначально еще на респауне. Естественно, когда мы играем просто там, по фану или так не напрягаясь, это не обязательно делается. Но когда мы играем серьезно, стараемся, то мы, естественно, сначала всегда обсуждаем, что мы будем делать. Чувак будет говорить, я бегу на банан, я дам, допустим, молотов на плюс, я буду занимать так-то, помоги мне, возьми мне это, там, ну и так далее, да, то есть я там заберу, не знаю, ну, все что угодно, будет все время давать инфу по карте, при этом он будет ориентироваться в целом, что происходит на карте, где поджимали, также он будет воспринимать информацию, то есть ему тиммейты будут говорить, там, поджали эту территорию, размен произошел тут, то есть он будет для себя сразу делать анализ, ага, значит, такой-то произошел размен на карте, кто куда перетянулся, где больше, где пустая точка, где меньше игроков, куда нам лучше зайти, где он может прокрысить и так далее. Соответственно, это очень важно воспринимать информацию, давать информацию своим тиммейтам. От этого строится в целом картина у игрока, складывается, которая происходит на карте. И следующий пункт, ребята, очень важно, это тайминги. Но тайминг вообще в целом, это то, что нужно тренировать, это и есть в целом можно отнести к скиллу. То есть развивать в целом скилл и отдельно пункт тайминг. Опять-таки тайминги, ребят, он полноценно строится именно по информации и, конечно же, в скилле. То есть как это проявляется? Если мы бежим, к примеру, занимаем банан, делаем, допустим, там килл, но при этом, или допустим, к примеру, там закрысили, никого не убили, стали здесь, да, а при этом ваши чуваки побежали на, допустим, А, произошел размен, и вот вы по информации можете понять, что вам говорят, там один кто-то пробежал в респ, ситуация уже 3 в 3, да, он там пробежал, сказал в респауне, и там от другого тиммейта идет там 2 на А. Вы понимаете, к примеру,
Б должно быть чисто, да, то есть по информации. И вот вы ловите этот тот самый тайминг, но при этом контр, он, допустим, сделал килл и понимает, что надо быстро взять Б и на Б никого не запустить. Но при этом, когда он берет Б, вы уже, воспользовавшись информацией, занимаете вот эту, допустим, территорию и становитесь вот здесь. Это и есть, называется, вы поймали тайминг того, что вас контр в тот момент, когда он убивал чувака в респе, не смотрел, вы успели зайти, он думал, что еще зайти никто не успел, разворачивается, берет, допустим, Б, бежит брать, контролит, а вы его убиваете в спину. Вот это проявление скилла, это проявление в скилле того самого тайминга, и это, естественно, восприятие в целом того, что происходит на карте, информации и так далее. Это очень важный такой момент, который должен обладать профессиональный геймер. Это основные 4 раздела, которые мы должны уметь делать. Это стрельба, гранаты, инфа и, естественно, скилл, тот самый восприятие, умение пользоваться таймингом. Но в скилл, ребят, входит очень много разных пунктов. Такие пункты, ребят, как тимплей. Также мы должны не забывать о важном очень разделе, и этим должен, естественно, обладать геймер, это понимание тактического составляющего в целом на карте. То есть знание тактик, знание того, какие тактики могут против меня сделать и какие тактики могу сделать я. Опять-таки, если, к примеру, мы говорили раньше про микс, то сейчас мы можем сказать о том, что вот если команда возьмет себе 5-го игрока, то есть она играет четвером и решила себе взять еще одного себе чувака. При этом она не знает, как этот парень играет. Она себе берет 5-го игрока и начинает играть вместе. Так вот, у этого игрока сразу понимание инфы, стрельбы, гранат и также тактик. То есть, если мы ему скажем, чувак, давай сможешь с нами сделать раскидку на А, он первый раз играет с нами, он не знает, как а что мне надо кинуть, куда надо кинуть. Надо кинуть гранату там на 5 смог, сможешь сказать, и кинуть флешку на мидл и, допустим, флеш в плент. Он скажет, флеш-плент, которая там кидается, допустим, с 7. Да, окей, смогу. Все, давай, дал смог на 5. Допустим, да, там, дал флешку на мидл от авика, допустим. И побежал, дал, допустим, флеш в плент. Вот, которая залетела и зафлешила. Все, чувак показал, что он может подстраиваться по тактике. Или там сможешь с нами сделать раскидку под Б. Окей, что нужно кинуть? Нужно кинуть смог, допустим, в 4. Обычный смог 4, да, окей. А можешь дать моменталку сразу на 2 навесом? Да, смогу. А можешь дать там молотов на 2? Да, смогу. Все, то есть вот это тоже показатель того, насколько чувак шарит вообще в Counter-Strike, насколько у него вот скилл в плане так. Поэтому вы должны, ребят, в этом плане тоже развивать. Как вопросик это делать? Все очень просто. Вы должны скачивать демки, демо-записи. Вы смотреть должны игры и смотреть, какие тактики делают команды. Как они их делают. Почему летят сюда гранаты. Почему летят сюда гранаты. Какие тайминги в этом используются. Что такое, какие, то есть, почему команда именно в это время делает раскидку на Б, а не в то. Пытаясь, конечно же, брать лучшие команды мира для того, чтобы, естественно, на чуваков, которые не особо умеют играть, нету смысла это смотреть. То есть это, ребят, основные пункты, которые должны быть. Естественно, что касается тимплея, то есть в ситуациях после размена, там 2 в 2, чуваки бывают друг другу ничего не говорят, но один смотрит лево, другой смотрит, вернее, один смотрит право, другой смотрит ему лево, и они могут слоу уйти, там, допустим, заходить вот сюда, там все, чувак видит, что тот ему смотрит право, этот чувак смотрит ему лево, да, они могут молча друг другу смотреть по сторонам, но при этом это идет взаимоприкрытие. Это и есть тот самый тимплей, который наигрывает со временем. Естественно, они должны в какой-то момент начинать разговаривать. Вообще желательно, чтобы они разговаривали всегда. Чтобы они типа говорили, чувак, я тебе взял право. При этом должно быть спокойствие, выдержка. Это опять-таки проявление скилла. Все эти моменты мы будем с вами разбирать каждый раз на наших уроках. И разбираться, что же нужно делать, над чем нужно работать, чтобы становиться действительно настоящим профессиональным, ребятушки, геймером. Но это были основные моменты, которые я хотел с вами сегодня поговорить. Это был Даня Зевс. И перед концом я бы хотел вас попросить или даже вам рассказать о том, что у нас сейчас в группе ВКонтакте, ребята, идет хорошая распродажа.
в Зевс Кибершопе у нас продаются много классных вещей. Тут ножи, девайсы, все что угодно вы можете здесь найти. Ссылочка будет в описании. Смотрите, чтобы был Вадим Зайцев продавец у меня в друзьях, а не какой-то фейк. Покупайте, скидки. Всем удачи. Увидимся. Пока.